Okay, hi Sarah. It's really great to have you. I'm really happy that you've allowed us to share this talk with you and hear your opinion and your views on such a topic that we in the profile and in the post discuss quite a few number of times, and people are very, very interested. So welcome. Thank you very much, and thank you for being interested in such a challenging topic. It's really interesting that that's happening to me. Сара говорит, что я поприветствовала ее, и она говорит, что она благодарна за то, что мы пригласили ее к нам обсудить именно эту тему, потому что эта тема на самом деле очень животрепещущая, и она очень рада, что у нашей аудитории есть интерес к этой теме. So I'm going to do a brief introduction for the public who's listening to have an idea about who's with us today and why we're talking about the subject with you precisely. Я говорю, что я хотела бы сделать небольшое введение для всех тех, кто слушает, о том, кто такая Сара McCrum, чем она занимается и почему именно ее я решила пригласить для того, чтобы обсудить такую тему, как карма. Сара McCrum на самом деле может быть представлена в миллионе разных вариантов, потому что у нее очень обширный спектр ее работы, но в целом можно сказать, что это коуч, которая занимается работой на психологическом и энергетическом уровне с большими так называемыми game changers. Это люди, которые в каждой своей индустрии занимаются бизнесом и, в принципе, меняют эти отрасли в лучшую сторону, являются своего рода первопроходцами в своих направлениях, и она помогает им этого добиться через личностный рост, через психологические проработки каких-то вещей и через энергетические, потому что Сара в том числе является своего рода медиумом, она очень долго практиковала восточные различные науки метафизического характера, скажем так, в частности, работала и училась у китайцев. В целом могу сказать, что это большая кладезь очень полезных знаний жизненных для каждого человека, кто стремится как-то улучшить свои реалии в этой жизни. У нее есть сайт, у нее есть страничка в Фейсбуке, где она делает регулярно выходы в эфир в виде подкастов. У нее есть книга, о которой, я уверена, вы уже тоже знаете, потому что мы общались с вами по теме ее книги в посте о деньгах, где был манифест денег. Книга называется «Love Money, Money Loves Me». И об этом тоже будет еще отдельный эфир, наверняка мы с ней сделаем, но сегодня я пригласила ее поговорить именно о карме, потому что, как вы помните, я делала опрос, и вы сами выбрали эту тему, потому что вопросов по тому, что такое карма, и давайте это обсудим, было больше всего. Поэтому это то, что мы сделаем сегодня. Сегодня будет такая немножко теоретическая часть, а в конце я вам расскажу о тех планах, которые есть у нас с Сарой по практической стороне вопроса кармы, что мы с ней придумали для вас в виде отдельного такого эфира. После того, как мы закончим обсуждение основной темы, мы ответим на те вопросы, которые были основные заданы по теме кармы, и постараемся их тоже раскрыть. Так, начнем. Okay, that's pretty much done, so we can start. So I'm going to start with as I said, there were many, many questions when I did the poll on my followers for the account, and I said, okay, so what do you guys want to discuss with Sarah? This was after they've read a few chapters from your book. And there were many questions, and especially many questions on karma, which is why we're having this broadcast today. But especially, obviously, the first one is, what is karma? Because there are many, many interpretations of what karma is within many, many lines of religious beliefs or just any belief systems. So let's have a chat about that. Well, if you would look at Facebook and try to figure out what karma is from Facebook, you'd probably think it's a system whereby God punishes people who do bad things over generations and potentially over lifetimes. And it's all rather scary. And people sometimes wish bad karma on people. And to me, that's a huge misunderstanding of what karma is. Although I understand how it's arisen, it kind of makes sense that people think like that, but it's actually a misunderstanding. And it's a really important thing to understand what it really is, because otherwise life looks very scary. So through my experience, Can I maybe just do the translation of this intro?
because then it will be easier for them Forgot to... about that bit. Yes! Небольшое буду переводить кусками, просто чтобы было проще воспринимать. Итак, я задала вопрос Саре о том, что же такое карма, потому что это тот вопрос, который больше всего звучал, вот так как в разных религиозных системах и системах убеждений карма трактуется совершенно по-разному. И, в общем-то, Сара начала с того, что, ну, если просто зайти в интернет, в тот же Facebook и вбить вопрос, там, что такое карма, и вылезут очень много ссылок по вопросу, точнее, по описанию этого явления как некая система наказания, которая существует для того, чтобы привлечь нас к ответственности за наши там какие-то проступки в этой или жизни или в предыдущих жизнях, если верить структуре реинкарнации. Соответственно, это что-то, что наказывает нас за наши минусы, за наши неправильные мысли, жесты или действия. И, в общем-то, она говорит, это довольно логично, что такое мнение сформировалось, но при всем при этом это очень сильно далеко от истины. И если действительно воспринимать это за чистую монету, жизнь становится таким достаточно страшным процессом, потому что каждый шаг и каждая огрешность в итоге влечет за собой вот этот страх этого будущего наказания. И когда люди, например, желают друг другу какой-то плохой кармы или там желают, чтобы в будущем что-то вернулось бумерангом, это тоже вот к этому. Okay. So, karma is really a part of the way that life works. And it's connected with when we hurt people, when we hurt other people. Now, we all hurt other people, sometimes intentionally, and sometimes we do it without meaning to. But I don't think there's probably anyone on the planet who hasn't hurt others at some time. What I've discovered through my exploration of karma is that essentially whatever energy we hold within ourselves, we experience around us. So when we hold the energy of we're hurting people, we experience that in our physical life as well. And so we have the energy of hurting other people. We experience being hurt by others. So at a very simple level, it's a kind of reflection to you of yourself. When we talk about karma, it's specifically in relation to hurting people. Okay, that's a very interesting and valid point, actually, and I think it clears out a lot of doubts on the subject right there and then. Что говорит Сара? Она говорит, что, ну, во-первых, она говорит, это структура, которая основополагающая в нашей жизни, вот эти кармические связи, но каким образом? Все мы, ныне живущие, так или иначе, в какой-то момент времени можем причинять боль другим людям. Будь то сознательно, либо несознательно по незнанию или по вовсе, в общем, не задаваясь вопросом о том, что наши действия или слова могут кого-то ранить. На самом деле, вряд ли можно представить себе человека, который никогда никому не причинял никакого вреда. Вопрос в том, что любые эмоции боли – это некая энергия, да, которую мы посылаем в адрес какого-то человека или группы лиц, но отсылая эту энергию кому-то, мы так или иначе создаем эту энергию вокруг себя. И таким образом, создавая эту энергию вокруг себя, мы начинаем жить в реальности, в которой становится больно и нам в том числе. Поэтому это некое зеркальное отражение тех самых посылов, которые мы отправляем вовне, и именно в этом заключается кармический бумеранг. Это не вопрос наказания, это вопрос зеркала. То есть если мы отправили посыл X, да, который несет в себе негативную коннотацию, то этот же посыл мы получаем обратно просто за счет того, что мы начинаем жить в определенном поле, которая обуславливается вот этой энергией. И, соответственно, нам начинают делать определенные вещи, которые вызывают боль у нас, и по факту это уже продолжается как цепочка «больно мне», я отправляю боль вовне, и этот человек, которому больно на другом конце, тоже начинает отправлять боль вовне, и, в общем, это целая цепочка людей, которым всем больно по факту. So there are a few important things to understand about karma. First of all, we hurt other people because we're hurting ourselves. This is often not recognized. We think, oh, that's a bad person. They're hurting other people.
and then this is a good person. But actually this is again what I found really practically through my own experience and experience with working with people, is that we only hurt people when we're hurting. So there's this kind of cycle in life of hurt where somebody hurts me, I'm in pain, I'm emotional, I then hurt other people. And that might be like I go out and say something really mean, or it might be that I'm depressed and I withdraw my love. And so I'm not hurting people deliberately by being mean. I'm hurting people by not being present, by not sharing myself with them. That's brilliant, actually. Yes, that's brilliant. Частично это то, что я сейчас уже сказала. Сара просто повторила момент того, что нет такого понятия, как плохие и хорошие люди, что вот плохие люди, они идут и делают кому-то плохо, а хорошие люди этого не делают, такого понятия нет. Человек, если он причиняет вред и боль другому человеку, это единственное, что означает, что у него у самого внутри большая боль. Это к вопросу о той самой фразе, которую как-то я писала в своей сторис, о том, что если вы не залечиваете свои внутренние душевные раны, то вы будете кровить на тех, кто вас не резал. И поэтому любой человек, причиняющий вред другому человеку, это человек, у которого у самого есть некая боль. И эту боль он выливает на кого-то. Но, опять же, есть два понятия выливать боль. Можно в прямом смысле, вот нам что-то сделали, мы отреагировали на это выбором испытать эту боль и проживать какие-то негативные эмоции, да, потому что помним, что это всегда выбор, то, как мы реагируем. Но вот мы отреагировали негативно, мы ушли в обиду, в боль, в расстройство, в какие-то в агрессию, в еще что-то. И здесь можно разделить на две стороны. С одной стороны, мы можем пойти и после этого сделать что-то плохое кому-то еще, да, и таким образом мы совершаем какой-то негатив по отношению к другим людям. Но другой вариант этого совершения негатива – это что мы, наоборот, от поступка другого человека впадаем в депрессию, уходим в себя и как бы забираем свою любовь у, например, близких нам людей, да, то есть мы закрываемся от них, таким образом мы тоже причиняем им вред. Это не то же самое, что пойти и стукнуть кого-то по голове, но зачастую это, в общем, не менее больно для близких или каких-то людей, которые нас окружают, а может быть даже более больно, потому что они не виноваты в том, что произошло с нами, но мы, тем не менее, закрываемся от них и эмоционально таким образом причиняем им страдания. So why do we normally talk about karma? It's really to answer the question, why do bad things happen to good people? So, okay. I'm just going to say that, yes, because otherwise I will forget afterwards, but it's important. Почему, в принципе, людей так интересует разговор про карму? Потому что на самом деле все хотят получить ответ на вопрос, почему плохие вещи случаются с хорошими людьми. So the typical profile of somebody who is struggling with karma is that they're trying hard to be a good person. They want to be liked, they treat people well, they try to be trustworthy, they do all the things that you do to be a good person, but people betray them, people are cruel to them, people hurt them in all kinds of ways that feel very unfair. People are manipulative, maybe they have an experience at work with a really horrible boss. Who abuses their power over you, or you have the experience, it can be in your family, of somebody who is extremely judgmental of you when you're always trying to be kind and loving. So it feels really, really unfair the way that you get treated by other people. Одна из основных характеристик того, когда приходит в действие вот этот механизм кармы, это когда, на первый взгляд, хорошие люди находятся в этом процессе состояния страдания, а именно человек, например, прилагает огромные усилия для того, чтобы вести себя корректно по отношению к другим, старается делать добро, старается быть внимательным и позитивным по отношению к другим людям, близким или не близким, и при этом постоянно испытывает какие-то ситуации, когда его подставляют, предают, обижают, поступают с ним несправедливо, обманывают. И он находится в этом состоянии фрустрации от того, что, с одной стороны, он вроде ведет очень благостный образ жизни, но при этом все вокруг, или какая-то часть людей, которых он встречает на своем жизненном пути, постоянно, может быть, каким-то определенным одним и тем же образом его вгоняют в это состояние негатива или боли. Например, Сара привела пример человека,
человека, который, например, на работе испытывает это со стороны своего начальства, который там каким-то образом унижает этого человека или никогда не видит в нем его потенциал и, скажем так, занижает его достоинство. Вот эти вот ситуации, это типичная такая вот кармическая цепочка, да, которая находится в действии, когда человек вот в этой фрустрации не может выбраться из этого постоянного круга натыкания на людей, которые каким-то образом его подавляют. So it's really easy to understand if I'm angry all the time and other people are angry with me, that we can all understand. But if I'm pretty calm and other people are really angry with me, that's the part that's really difficult to understand. And that's what makes people go and search for answers. And then we come to karma being the reason. And so it starts to take us into the territory of the possibility that we've had previous lives. And before we go any further with that, I just want to say that I know that there are some religions that don't believe that we have one lifetime after another. It is possible to understand this theory of karma in any religion, but it's actually really helpful to answer that question, why do bad things happen to good people, if you have an understanding that there is more than one human life, that we go from one life to another life. Okay. Сара лишний раз просто повторила, что, в общем-то, если все очень обобщить и упростить, то вопрос кармы как раз именно в том, что когда человек сам по себе, например, злится и находится в негативе, и с ним случаются плохие вещи, это вроде как логично, и все мы можем понять, почему так происходит. Но все начинают искать этот ответ, почему так происходит, когда на месте этого человека кто-то, кто, наоборот, очень благостный, добрый, светлый, прекрасный, чудесный. И здесь она делает оговорку о том, что она знает и понимает, и отдает себе отчет о том, что есть религии, которые не признают, религии или какие-либо духовные убеждения, которые не признают наличие такого момента, как реинкарнация, и того, что определенная душа может проживать энное количество жизненных опытов, да, один за другим. Но в реальности, то есть это даже в рамках этих убеждений можно понять, что такое феномен кармы, но в целом, если допустить тот факт, что каждая конкретная душа проживает несколько таких жизненных материальных опытов в виде разных жизней, кармическую программу понять гораздо проще, если допустить такую вероятность. So, for example, let's say that you are working in a company and you do a really good job and you take care of your work, and then you get betrayed by your colleagues. Or you have a boss who treats you with great cruelty. That's very hard to understand. But what I've found is that if we can connect at a subtle level, so we connect with the energy of our past lives, what we always find is that you, in a previous life, did to other people what that person is doing to you in this lifetime. So if you were betrayed by your colleagues, we will always find a story of you having betrayed your colleagues in a different situation, different part of history, different story, but the same energy. Yeah. Сара приводит пример, как, например, если в корпоративной среде, в какой-то компании вы работаете, и у вас, например, случается, при этом вы очень стараетесь, вы очень хороший сотрудник, вы отлично выполняете свою работу, прекрасно относитесь к своей команде, но получается так, что ваши коллеги, например, вас предают, или у вас есть начальник, который отвратительно с вами обращается и очень жестоко обходится, постоянно вас третирует и так далее. И если вот мы будем об этом говорить в том мастер-классе, который будет давать Сара по этой теме как на практике, но если вот с практической точки зрения включиться в это состояние вот этой энергии, да, которая является посылом у этих людей в отношении вас, каждый человек будет в состоянии в момент вот этого интуитивного подключения осознать, что именно таким образом вы в какой-то момент истории там, в определенном
прошлом, да, неважно каком, поступали таким же образом с кем-то еще. В другом контексте, может быть, с какими-то там немножко другими условиями и видоизменениями, но ситуация была зеркальная с точки зрения того, что вы были тем человеком, который генерировали эту энергию в отношении кого-то. Та энергия, которую вы сейчас получаете от этих людей. Most people don't want to know something like that. They don't want to think, oh my goodness, I was mean like that in another lifetime, the way that people have been mean to me. There can be a lot of resistance. But what I've found is that when people tune into that, and that sounds difficult, but it's easier than you think, there's this tremendous sense of relief that comes. So I look at their faces, and at one moment their face changes color. It's like, oh my goodness, I really can feel that energy inside me. I can feel the energy of me having betrayed my colleagues, or me treating an employee really badly. I can feel it. I never knew that that was in there. And although it's a horrible feeling, it's kind of a relief because it makes sense of things. It makes sense of why that's happening to you now. It's like, oh, I'm the same. Да, Сара говорит о том, что, с одной стороны, конечно, это очень страшно и иногда для людей признать тот факт, что как я мог вот таким же образом, да, ужасным там с кем-то поступить, как я сейчас испытываю вот это чувство несправедливости по отношению к себе, а вот представить, что я, оказывается, мог быть тем человеком, который так относился или обошелся с кем-то еще, многие люди имеют изначально такое как бы небольшое отторжение этого факта, потому что это очень, некомфортно, да, представить себя на месте такого вот угнетателя. Но по факту она говорит по своему опыту, когда она работает с людьми и видит, что люди, проходя вот эту практику подключения интуитивного к своему прошлому и к этим энергиям, через которые мы все проживали, одновременно с этим наступает ощущение определенной свободы и как бы выдоха, потому что когда мы вдруг осознаем и чувствуем внутри себя вот эту вот самую энергию, которую посылают нам наши угнетатели в настоящий момент, и мы понимаем, что эта же энергия в какой-то момент была в нас, и мы ее чувствуем, и мы чувствуем ее как часть себя, да, то есть не что-то отдельное от нас. Во-первых, все становится намного понятнее, да, то есть мы как бы начинаем понимать другого человека больше. А во-вторых, этот пазл того, почему, вот этот извечный вопрос, почему, тоже начинает складываться. Ну и в-третьих, само осознание того, что в принципе мы все одинаковые, и в общем-то нет никакого разграничения на там хороший, плохой, просто каждый из нас в разный момент времени находится в той или иной роли. Но по большому счету вот сегодня я в этой роли, а завтра как бы мы поменяемся местами. И это дает немножко как бы снимает вот эту вот остроту этого момента и вопроса, и человек успокаивается в этом состоянии, понимает, что окей, кажется, я начинаю нащупывать, как это все работает. But the really interesting thing about this is that it's not only that you have done it to other people in a past life, which you may or may not believe, but what I find is that people who have this kind of karma that I'm describing, they also do to themselves the same thing that those people are doing to them. So let me just explain that a little bit. What I've found, for example, let's say you have a woman who has a husband who never stops criticizing her. And it doesn't matter how she forgives him and how she's loving towards him, he just criticizes her all the time. What I find always is that woman will never stop criticizing herself. Literally, it's as simple as that. She will treat herself in the same way as her husband is treating her, but she'll probably feel it's really fine to criticize myself, but I would never criticize another person in that way. Okay. Let me just do this piece. При этом Сара продолжает развивать тему в следующем направлении. Она говорит, что помимо того, что мы можем делать какие-то вещи, и мы могли делать какие-то вещи в наших прошлых жизнях, да, которые мы сейчас испытываем со стороны других людей, в это можно верить, можно не верить, ну вот как бы как некий такой факт. Есть еще другая сторона вопроса, что очень часто уже в этой конкретной жизни мы проживаем ситуации и отношения со стороны каких-то людей в отношении нас ровно таким же образом, как мы сами относимся к себе.
И она приводит пример того, как, например, в супружеской паре женщина, это конкретный кейс, который был у Сары, она просто приводит его как наглядный пример, вот женщина приходит к ней с болью от того, что ее супруг не понимает ее и постоянно ее критикует. Вот во всем, даже в мелочах, и вот ей это кажется ужасно несправедливым, что он вот так не относится, несмотря на всю ее любовь, поддержку и вообще благостное отношение к своему супругу, вот он всегда находится на этой волне критики по отношению к ней. И Сара говорит, вот когда такие подобные вещи происходят, это может быть критика, может быть все что угодно, она постоянно наталкивается на реалии того, что эта женщина на самом деле точно так же относится по отношению к себе. То есть она постоянно себя критикует, ну, там, где-то умственно, там, на подсознательном или сознательном уровне, какие-то свои там действия, успехи, неуспехи, то, как она выглядит, или то, как у нее там клеятся, не клеятся дела, то, какая она мама, неважно. Постоянно идет критика самой себя. Но люди даже не отдают себе в этом отчет. А если им на это указывается, человек понимает, что, ага, на самом деле он живет по принципу, что вот по отношению к себе я могу так поступать, да, я могу себя критиковать, я могу себя не любить, я могу себя там, я не знаю, как угодно с собой обращаться, но я никогда бы не стала обращаться так с другим человеком. И вот эта связь, она теряется, и человек даже этого не видит. И в этом смысле я как-то, мне кажется, писала даже в сторис, был у меня момент, когда я предлагала вам представить себе, как бы вы почувствовали себя, если бы вы представили, что вы относитесь к маленькому ребенку, да, так же, как вы относитесь сами к себе. И многие люди писали, что, о, да, это как бы совсем другой ракурс, и становится понятно, насколько плохо человек действительно иногда обходится сам собой, не понимая этого. And there's a really special way in which we do this to ourselves. If you imagine that you have a soul, or there's your true self, there's a part of you, and we all know that part of ourselves, which is wild and pure and very spontaneous. It's like the most natural part of you. And it's so common for us to suppress or oppress that part of ourselves. So that's where we treat ourselves really badly. We don't let ourselves experience joy, for example, or we completely crush the wishes that we have in our own heart to express ourselves in life or to enjoy life or whatever it is. And that's where we hurt ourselves in the way that those other people hurt us. Okay. Она говорит с практической точки зрения, как можно понять, каким же все-таки образом мы себе причиняем этот вред. И она говорит, ну, у каждого из нас есть вот эта часть нас, да, которую можно назвать душой, или духовной нашей составляющей, которая безмерно свободная, сияющая, волшебная такая наша часть, которая, в общем-то, наполнена изначально и по своей природе исключительно позитивными вибрациями и большой любовью по отношению вообще ко всему миру. И вот эта вот наша блестящая волшебная часть, это та часть, по отношению к которой мы очень часто проявляем вот эту вот агрессию, невнимательность, халатность, небрежность, пренебрежение и все вот эти вот негативные вещи, которые по факту мы в реальности потом имеем в своем окружении среди людей, которые так относятся к нам. Мы пренебрегаем именно этой своей частью, мы не позволяем себе испытывать вот эту непосредственную фактически детскую радость, мы с особой жестокостью стаптываем наши какие-то мечты и желания, которые есть у нас в глубине сердца, вот через эту нашу духовную составляющую к нам приходит. Именно в этой части мы себе чаще всего как бы портим кровь и обращаемся с собой, в общем, из рук вон плохо. So there's a really important thing to understand here that helps to make sense of this. We are all fundamentally made out of energy. And that energy, so the energy that is you, ripples out from you and touches all the other energy because it's all connected together. So you might think that you're hiding the feelings that are inside you, but they're part of your energy. And so those feelings that you hide inside you are rippling out and being shared with all other human beings, actually with all of life. So to hurt yourself, you know, to be critical, to be mean to yourself, to hate yourself is exactly the same at an energy level as to hurt somebody else, to be critical or to be mean or to hate somebody else.
this should be like, I don't know, this should be like a logo that people should have across cities and like, continents. Ам, вот это на самом деле то, что сейчас сказала Сара, это вообще фундаментально важно. Я ей сказала, что это должны быть такие транспаранты, которые должны быть развешаны по всему миру, чтобы люди вот это прям вникали в это и прочувствовали это до мозга костей, каждой молекулой себя. Что она говорит? Она говорит, что дело в том, что очень часто мы считаем, что мы... Во-первых, многие люди свое вот это отношение к себе, там, критику себя или там нелюбовь к себе, или как-то вот, что мы себя как-то не устраиваем и так далее, вот эти эмоции многие люди подавляют или там как-то заметают, в общем, под ковер и делают вид, что этого нет. То есть чисто внешне эти люди продолжают жить вроде как бы благостной такой спокойной, умиротворенной жизнью и делать хорошие дела, но вот эти эмоции негативные по отношению к себе, где-то там они спрятаны, да. Все дело в том, что мы, по большому счету, и все наши эмоции это проявление некой энергии. Об этом тоже мы очень часто с вами говорим, что, по большому счету, энергия первична, материя вторична. Так вот, являясь этой энергией, эти эмоции, как бы глубоко мы в себя их не зарывали, они все равно являются некой энергией, которая является нашей составляющей частью. И будучи энергетическим сгустком, мы, вибрируя определенным образом, мы эти вибрации, естественно, рассылаем вокруг себя, так как мы все находимся в общем информационном поле, об этом я говорила в своем последнем вебинаре, это, в общем-то, квантовая физика, ничего метафизического в этом даже и нет, это уже давно доказано, что мы все связаны друг с другом вот этими цепочками энергетических вибраций, которые так или иначе соприкасаются. Более того, Сара говорит, что мы не просто связаны друг с другом, мы связаны абсолютно со всей жизнью на этой планете, включая все живые существа, которые на ней только есть. И вот эти наши круги на воде, да, которые мы отсылаем, будучи неким энергетическим сгустком, если у нас внутри, пусть даже где-то глубоко, и пусть мы даже не отдаем себе отчет, но спрятаны вот эти вот негативные эмоции по отношению к себе, мы можем этого не знать, но мы отсылаем это вовне, вокруг себя, и это наполняет пространство не только ближайшего нашего окружения, но и другого окружения. И как итог, закругляясь, как бы этот цикл приводит к тому, что мы в итоге получаем эти же волны, которые мы отправили вовне. Плюс ко всему она говорит, что важно понимать, когда мы испытываем этот негатив по отношению к самому себе, в природе это никак не отличается от энергии, когда мы поступаем так по отношению к кому-то еще. То есть, условно, когда мы причиняем боль себе и как-то себя уничижаем, это абсолютно равнозначно, то же самое, как если бы мы это делали с кем-то другим. Поэтому с точки зрения той же самой кармы, относясь так к себе, это то же самое, как если бы мы вот все то же самое делали по отношению к кому-то еще. Абсолютно никакой разницы. So the really fascinating thing about karma, which people are so unaware of, is that when someone's hurting you, you have that same energy. So you have hurt others in the past, in a previous lifetime, if you believe in lifetimes. But even if you don't believe in previous lives, you hurt yourself in that same way. So we always think that there are the people who do the hurting and then there are the victims. But actually, you are both at the same time. And once you understand this, then we can start to look at how to release karma, how to free ourselves from this terrible kind of lock that we get into, where we're both the victim and the villain or the perpetrator at the same time of the same harm. Сара говорит о том, что очень редко, когда люди осознают, что, в общем-то, когда мы находимся в состоянии угнетенного кем-то человека, мы в этот же самый момент на самом деле являемся и тем, кто этот вред, да, или эту боль причиняет кому-то еще. Верим ли мы в прошлой жизни или не верим мы в прошлой жизни, да, что мы когда-то могли там делать это кому-то еще, но в том числе даже в этой жизни, если не говорить о прошлых, мы таким образом относимся сами к себе. Поэтому вот эта формула, что вот он плохой, он, значит, злодей, а вот эта жертва, на самом деле не верны, потому что любая жертва в конкретный момент времени является и жертвой, и кем-то, кто
будь то в прошлом относился так к кому-то, либо в настоящий момент проделывает с собой все те же экзекуции, которые получает от этого так называемого злодея. Поэтому, когда вот это осознание обоих ролей в моменте приходит, становится гораздо проще понять, как можно вот этот замок вот этих вот безысходного, да, такого порочного круга можно наконец-таки разрушить и отпустить. So it's pretty easy to understand that we don't want to hurt other people. We do it, maybe, but nobody really wants to do that. You don't want to hurt your kids. You don't want to hurt your husband or anybody. But what most people don't realize is that to hurt yourself is just the same. So it is no better to hurt yourself than it is to hurt somebody else. And this is such an important point, because when you really understand that at a deep level, that if I'm being so cruel to myself that I'm suppressing myself, I'm suppressing my purpose for being here on this planet, that means that it's like I'm closing down life. And I don't want to do that. I don't think anybody wants to do that when they really recognize what's happening. Сара говорит о том, что на самом деле, в общем-то, нет ни одного человека, который в действительности искренне хочет причинить кому-то вред. Таких людей просто не бывает. Степень боли внутренней у каждого своя, которая двигает им и заставляет его поступать тем или иным образом, но в целом никто из нас не хочет быть каким-то злодеем по отношению к нашим детям или по отношению к нашему мужу или по отношению к нашим друзьям. Никто не хочет этого делать. Но факт заключается в том, что даже понимание того, что вот такое же отношение по отношению к себе – это не менее ужасная вещь, ужасный поступок, чем вот это вот злодейство по отношению к своим близким. Это фундаментальная база, на которой можно построить определенную практику того, как можно измениться и как можно выйти из вот этого вот порочного круга. Вот это понимание того, что к себе злодейство по отношению к себе, оно настолько же тяжелое и запускает те же механизмы вот этого зеркаления, да, в отношении нас, как если бы мы злодействовали в отношении кого-то еще. And, you can see quite clearly then, if we don't stop this, it just goes generation after generation after generation, and the patterns get passed from parents to children and children onto the next generation of children. And then that's how you get that old Buddhist cycle of reincarnation, the old Buddhist views about karma, where it just seems to be something that goes forever and you can never escape from. Из этого вот становится понятно, как, собственно, поколение за поколениями люди проживают вот эти постоянные ситуации угнетения, да, когда там дочь или сын повторяет участь и судьбу своих родителей, и это какой-то никогда не заканчивающийся порочный круг. И она говорит, что именно из вот этого восприятия реальности рождена эта буддийская теория колеса сансары, когда оно просто вот крутится, и нет из него никакого выхода. Я на самом деле хочу задать вопрос Саре сейчас, вот, чтобы она немножко больше раскрыла тему семейной кармы, потому что этот вопрос у нас звучал. Actually, I was just saying that, given that you've mentioned this generation after generation process, could you expand maybe a little more on what is family karma and if that actually exists? It does seem that family karma exists. It's difficult to know exactly how that happens. Definitely we can see patterns that get passed from generations. We see that with sexual abuse, for example, with violence, with alcoholism, and many other patterns that seem to run in families. I think what's interesting about family karma, from my experience, is that sometimes somebody shows up who decides to change the pattern, and they decide to be the one that releases that family karma for the whole family. And they're usually a bit different from everyone else. Most of the family are completely caught in the pattern, because if you're caught in a pattern of sexual abuse or alcoholism, it's very difficult to get out of it. But I often find myself working with people, and it's really clear that this lifetime, one of their major roles is simply to clear the entire family of that pattern so that we can break it and it doesn't have to keep on repeating.
К вопросу о семейной карме Сара сказала, что да, судя по всему, если так просто хотя бы с точки зрения наблюдения за этими паттернами, да, за этими цепочками, семейная карма существует. Это вот то самое, когда из поколения в поколение в определенной семье происходят схожие события или люди проживают схожие какие-то негативные ситуации, будь то насилие, будь то алкоголизм или, ну, в целом какие-то общие паттерны поведения. И это может продолжаться очень долго, поколение за поколениями, если люди погружены вот в этот процесс. Но она говорит, что с таким же успехом она очень часто наблюдает, как вот такая нескончаемая цепочка в итоге разрубается появлением какого-то одного человека, у которого, возможно, часть его жизненной миссии в этой конкретной жизни заключается именно в том, чтобы вот у всей вот этой семьи эту карму снять. То есть это один из членов этой семьи, который приходит, и он отличается от остальных, и он принимает на себя роль того человека, который с помощью отказа от этой цепочки, с помощью выхода из нее и с помощью проработки этого вот логического какого-то пути, он фактически приостанавливает это действие, и дальше все последующие поколения, по крайней мере, уже этот алгоритм больше не выполняют. So then the big question is, how do we break the pattern? Большой самый вопрос, как все-таки мы прерываем вот этот алгоритм, что для этого нужно сделать? Fundamentally, if you can understand deeply inside you what I've talked about so far, there comes a point where you start to feel grateful to those people who are being mean to you because they show you something about yourself that you were not aware of before. Это вот очень важный поинт, и я о нем вам говорила уже много раз, и в частности, я надеюсь, что многие уже смотрели мой эфир на Ютубе, который называется «Как проживать негатив», где я, собственно, говорю именно о том, что сейчас сказала Сара, а именно, что если действительно вдуматься во все то, что мы сейчас обсудили с ней, и пропустить это через себя, и понять вот это вот распределение ролей, да, и понять отсутствие такого феномена, как добро и зло, ну, в общем-то, можно даже прийти, и нужно даже прийти к состоянию благодарности всем тем людям, которые якобы заставляют нас там как-то специально страдать. И в своем эфире я как раз говорю об этом, что мы начинаем видеть их не как злодеи, не как люди, которые, значит, вот они злодеи, а мы жертвы. Мы начинаем понимать, что эти люди своего рода зеркала, которые показывают нам определенные очень важные вещи о нас самих. And though it might sound strange to feel grateful for people treating you badly, that is what happens. And then from there, you become able to forgive them. And far more important, you realize that you need to forgive yourself for the way that possibly you've treated other people in past lives, but especially for the way you've treated yourself and your soul or your true self, this inner part of you, in this lifetime. Да, и она говорит, что, собственно, когда через эти осознания мы приходим к ощущению и искреннему чувству благодарности этим нашим зеркалам за то, что они показывают нам вот эти алгоритмы, да, потому что по факту эти люди приходят и своим поведением и действиями и теми эмоциями, которые они у нас вызывают, они именно это и делают, они показывают нам на наличие некого алгоритма, который постоянно нас преследует. И вот через это благодарение следующий шаг, о котором я тоже говорила уже в своем эфире, это как раз мы проходим через это ощущение благодарности к возможности для себя и способности для себя прощения этих людей за их поступок, но в частности и не менее важно прощение себя за то, что мы, возможно, когда-то так поступали по отношению к кому-то еще, и самое главное прощение себя за то, что мы таким образом сейчас так или иначе обращаемся с собой же. То есть вот это вот искреннее состояние отпускания этого негатива, отпускания этого обвинения в адрес кого бы то ни было и прощения всех вовлеченных сторон. Вот к этому мы приходим, и это очень важная веха на этом пути разрубания кармических процессов. Once you feel gratitude and forgiveness, that opens the door to love. And really, in the end, that's what this is all about. Once you can
open up to love again. And it's really strange, but you can actually find yourself loving that person who treated you so badly, who you thought you would never, ever be able to love. But I think much more significant is that it opens you up to love yourself. And so much of the harm that happens in life at the moment is because we don't love ourselves. And when you can thank and forgive the other person, you can open up to love yourself. Yes, that's fundamental. Самое важное это то, что через вот это прощение этих людей, которые так или иначе каким-то образом заставили нас страдать, ну или, по крайней мере, мы отреагировали таким образом на их поступки, через вот это прощение и через эту благодарность изначальную мы открываем для себя возможность наполниться состоянием любви и ощущением любви. И она совершенно справедливо замечает, что, в общем-то, вся наша жизнь — это об этом. Это о том, чтобы пребывать в этом состоянии, проживать его, так сказать, по полной программе и на полную катушку, и наслаждаться этой нашей реальностью и миром через вот это чувство любви. И да, становится возможным даже, когда мы понимаем все эти глубинные вещи, наполниться любовью, в том числе по отношению даже к тому человеку, который вот был таким ужасным злодеем по отношению к нам. И самое главное — наполниться любовью по отношению к самим себе, потому что она говорит, большинство проблем сегодняшнего мира, абсолютное большинство проблем сегодняшнего мира завязано на то, что люди просто перестали любить сами себя, перестали уметь это делать, абсолютно закрылись от себя самих и не испытывают этого чувства по отношению к самим себе, от этого очень много боли, и, как мы уже говорили, вся эта боль, она уходит вовне и возвращается обратно, и в итоге это такой вот порочный круг просто вот боли в масштабе целой планеты. And maybe it's worth making a connection here with illness, because we probably all understand that if we live in an extremely stressful situation for a long time, it can easily make us sick. We know that. But what we often haven't connected is that if you're putting yourself under the stress by the way you think and feel about yourself and the way you speak to yourself inside, so if you hate yourself, or if you're really cruel to yourself, or you're always criticizing yourself or always judging yourself, over time, that's actually the same as living in an extremely stressful situation from the outside. And perhaps it becomes clear why it is then that you can get sick really from the inside. And then you can see that clearing the karma will help you on your journey to becoming healthier because you can connect with love again. Sarah, thank you for that. That's a very valid point, especially for people who are listening on my side. Сара сделала очень классный, прокинула такой мостик к теме, в общем-то, моего основного блога, так как я занимаюсь здоровьем людей. Она сделала оговорку о том, что вот это состояние наполнения любви или, наоборот, отсутствие этой любви, в том числе сказывается на том, как мы проживаем свое физическое состояние, именно на наше состояние здоровья, потому что, по большому счету, все понимают, и уже доказано наукой миллион раз, что если человека поместить в некие стрессовые условия, разного самого характера, естественно, это может спровоцировать и провоцирует болезнь в теле, да, в материи. Но на самом деле с таким же успехом, когда мы сами по отношению к себе применяем все эти инструменты критики, осуждения, обвинения, какой-то низкой оценки и прочее, или даже ненависти по отношению к себе, вот эти вот эмоции, испытываемые по отношению к самому себе, они ставят нас в условия точно такого же стресса, как если бы мы, я не знаю, просто вели какой-то очень стрессовый образ жизни или работали на стрессовой работе и так далее. И таким образом становится ясно, что наше отношение к себе с таким же успехом выливается в итоге со временем в материализацию определенной болезни, да, то, что мы называем психосоматикой, потому что, с одной стороны, это отношение нас к самих себе, но и в том числе то, как мы воспринимаем реальность и наши реакции на какие-то события, на какие-то поступки других людей и прочее. Вот эти эмоции, они со временем с таким же успехом порождают в нас эти болезни. И, соответственно, умение прорабатывать эти эмоции и эти отношения к самому себе через вот эту практику отпускания кармы
тоже, в общем, способствует тому, что мы встаем на путь исцеления, в том числе нашего физического тела. Не просто перестаем чувствовать себя плохо и открываемся к состоянию любви, но и в том числе в прямом смысле исцеляем наши болезни. Now, there's one really, really important thing that I want to say, and that is that karma is never about you being wrong or about you being a bad person. Okay? Она говорит, что I'm just gonna make that as a statement. Сара говорит, что она очень-очень-очень хочет подчеркнуть важность следующего утверждения, что карма — это никогда не про то, что вы совершили что-то плохое или поступили как-то не так, или вы в чем-то не правы. Это никогда не об этом. So there is no blame, and there is no reason to feel guilty. Нет никакого, скажем так, осуждения и критики, и, соответственно, нет никакой нужды чувствовать себя под прицелом этой критики и чувствовать себя виноватым. Blame and guilt make the whole situation worse, not better. Если мы от каких-то наших поступков или от осознания того, что, о май гад, мы там в прошлой жизни по отношению к кому-то поступили так-то, или, ой, какой ужас, я, оказывается, по отношению к себе так отношусь, если эти мысли приводят вас именно к ощущению чувства вины, да, проживанию, то все это только усугубляет ситуацию, потому что ни вина, ни ощущение вины никогда не способствуют восстановлению баланса и нормализации ситуации. Это, наоборот, все только ухудшает. So, understanding karma is really a way for you to take responsibility in your own life for things that feel extremely uncomfortable to you and where you may have felt very powerless in the past. Yes, I think this whole concept of guilt versus responsibility, this is where people really, we all just kind of It's very confusing. can get confused, yeah. Сара говорит, что при всем при этом вот эта вот абсолютная ненужность состояния ощущения себя виноватым не отменяет при этом того, что мы в действительности вместо вины и взятия на себя этой вины мы должны на самом деле уходить в состояние ответственности, когда мы берем на себя по-честному ответственность за все те сферы нашей жизни, в которых у нас что-то не клеится, в которых нам некомфортно, во все те ситуации и отношения с другими людьми, где у нас что-то идет не так, где нас что-то дергает. И вот проживая вот эти все понимания, да, мы уходим не в вину, что, ой, какой я ужасный человек, что, оказывается, я вот так-то там себя вел или веду сейчас по отношению к себе, да, и за это я сейчас все это получаю. Нет, это вопрос ответственности, что, окей, теперь я понял, почему это происходит, и теперь я могу с этим что-то сделать и должен с этим что-то сделать для того, чтобы реализовать основную свою цель, а именно быть счастливым. So whenever I work with karma in myself, because I've had to do a lot of it, or with somebody else, I always see it as an opportunity for me to upgrade or as an opportunity for me to grow. I have learned not to see it as, oh, Sarah, you were a bad person. It's not about that. Maybe I did bad things. Maybe I did hurt people. But that's not the point. We all do. That's part of human life. But the point is I have an opportunity now through taking responsibility for myself and especially the way I treat myself to have more love and more freedom in myself. And that's what this is all about. Ну да, и, собственно, она просто как бы реитерирует этот пункт о том, что когда мы уходим от этого состояния виноватости в состояние ответственности, это то, где мы получаем возможность, то есть, да, вот возможность — это очень правильное слово, как она сказала, opportunity, да, то есть это не про наказание себя и про, значит, биение челом о том, что да, мы поняли, насколько мы были там плохим человеком, это про открытие для нас возможности стать другими, про открытие возможности сделать определенный апгрейд, то есть выйти на более высокий уровень себя, стать лучше.
И да, мы все когда-то причиняли боль кому-то еще. Как мы уже говорили, нет людей, кто этого не делает. Но вопрос не в том, чтобы постоянно смотреть туда и говорить, да, вот ты вот это сделал, какой ты был ужасный человек. Это вопрос о том, что больше не делать это таким образом и главным образом перестать таким образом относиться к себе, соответственно, разрубая вот эту вот цепочку. Поэтому да, это возможность эволюционировать в духовном смысле и получить как бы доступ к новому уровню себя и к возможности испытывать вот это состояние любви. So I want to talk a little bit more about guilt. And this is particularly important because it's where most people fall down. Imagine yourself feeling really guilty about something that you've done. It feels terrible. And you go round and round and round in your mind, feeling terrible about what you've done. And that energy of feeling terrible, of being in pain, is the energy that is rippling out from you and being shared with the world. And through that guilt, you withhold yourself. So, typical example, I worked with a mother who felt really guilty that she hadn't done enough for her children. And she felt so guilty that she wasn't able to really interact with her children properly because she was thinking about herself all the time. So she actually continued exactly the thing that she felt guilty about. Сара говорит, что она очень хотела бы остановиться чуть побольше на вопросе как раз вины и того, как часто мы зарываемся в этом чувстве вины, и что, к чему это приводит. Она говорит, что дело в том, что когда мы испытываем и погружаемся полностью вот в это чувство вины и как бы ходим по кругу с этим чувством, мы им наполняемся этой болью, это сознание того, что, боже, как же мы вот ужасно там с кем-то поступаем или поступали, да, или поступили. Соответственно, как мы уже говорили, наполняясь этим, мы отсылаем вокруг себя именно эти круги на воде такого же содержания. И она говорит, вот один из примеров, например, у нее часто встречаются кейсы, когда мамы наполняются этим чувством вины по отношению к своим детям, когда они чувствуют, что они там, может быть, в чем-то там не смогли им что-то дать, что хотели бы, или как-то там складывается так их жизнь, что они чувствуют, что им якобы есть за что себя винить в плане взаимоотношений с детьми. Она говорит, эффект от этого на самом деле абсолютно деструктивный, потому что, наполняясь этим, они отдаляют себя от своих детей, потому что они в большей степени сфокусированы на себе и вот на этой вот вине за там X что-то, вместо того, чтобы обратить внимание на них же, они как бы продолжают усугублять эту ситуацию, и наоборот, то есть то, за что они чувствуют себя виноватыми, становится все хуже и хуже. So in order to handle that, I want to talk about courage. The biggest courage in the world is the courage to love in a situation where you don't want to or you don't feel it. So when you feel guilty, the last thing in the world that you feel able to do is to love yourself. It takes real courage to say, even though I have done things, maybe I have hurt other people, maybe even this lifetime I've hurt people and I've clearly hurt myself. With all of that, even however true it is, I'm going to have the courage to love myself and to love other people who've maybe hurt me. Now, that's not an easy thing to do, but it's extremely powerful. Она продолжает тем, что вот в этих ситуациях вины, да, и такой вот разъедающего вот этого чувства вины, которым многие из нас наполняются и очень долго в нем пребывают, очень-очень сильным и мощным посылом является сделать выбор в сторону того, чтобы быть смелым, чтобы в ситуации, когда мы чувствуем себя отвратительно от того, что мы как-то себя там плохо повели по отношению к себе, например, или по отношению к кому-то еще, даже в этой ситуации сказать, да, окей, я вот это сделал, но я все равно, я беру вот как бы все это в свои руки, и я проявляю смелость и решительность в том, что я твердо решаю, выбираю все равно наполниться любовью по отношению к себе и сказать, да, я это сделал, но я все равно, безусловно, себя люблю. Или, да, этот человек поступил вот таким образом со мной, но я все равно люблю его как
еще одного представителя, так сказать, нашего вида, еще одну душу, в конце концов, вот эта смелость сделать такой выбор даже в ситуации, когда больно, или в ситуации, когда мы чувствуем себя виноватыми, это очень мощный инструмент для того, чтобы поменять нашу реальность. So the reason why we need to understand karma and then have a process of gratitude and forgiveness is because it's easy for me to say you should love yourself, but we all know how hard that is. But through a process, you can come to see what's going on, and through that you can go step by step to the place where you're actually able to love yourself for real, because you have understood the deeper things that are happening in life. You're not just seeing the surface anymore. Она говорит, да, я понимаю, что многие люди на этом не скажут. Нет, это все очень здорово и красиво звучит, надо любить себя, но как? Потому что об этом пишут многие, говорят многие, это написано чуть ли не на каждом заборе, но по факту как научиться любить себя? Она говорит, что вот тот процесс, которому она учит людей в своих сессиях, да, и в том мастер-классе, который она хочет дать возможность вам пройти с ней, вот этот процесс пошаговый, да, когда люди сначала приходят к определенным вехам этого осознания, проживают эти осознания и, наконец-то, приходят в ту точку, когда они эмоционально готовы и способны окунуться вот в это состояние абсолютно искренней, такой безусловной любви. То есть, естественно, это не происходит вот по щелчку, что ну все, окей, я решил, я вот сейчас себя люблю. Но именно проработка, прохождение через вот эти вот как бы степ-бай-степ вот этого процесса, оно неминуемо приведет к тому, что человек у него просто не будет другого выбора, он просто окажется в том состоянии, в котором он будет готов вот принять это чувство. I think that's really an explanation of karma. It is a very challenging topic, but that's the essence of it. I think that's a very, very generous way of covering such a difficult topic, because I think in just over an hour, you've managed to really cover the key points that normally are the most sort of controversial points to everyone whenever anyone starts discussing this subject with everyone else. So I think that's great. I think we've just covered it perfectly well. I'm thinking in terms of the questions that we had covered previously, I think apart from the family karma, there was also a question about instant karma. If such a thing, such as what is instant karma, as in like you do something and immediately you see the repercussion of it onto yourself or the people around you. Я просто сейчас сделаю маленькую оговорку. Сара говорит, что, в принципе, это то, что она, наверное, хотела бы донести сейчас, как просто некую такую теоретическую вводную. И я ей сказала, что, на мой взгляд, мы буквально вот там чуть больше часа уложились и покрыли такую очень сложную комплексную тему, на мой взгляд, очень основополагающими такими вот объяснениями, которые, мне кажется, многим помогут по-другому взглянуть на этот вопрос. Но еще я ей задала вопрос того, что такое мгновенная карма, потому что я знаю, многие задавали этот вопрос, как вот семейная карма, а что такое мгновенная карма? It's a really interesting question, that. And I think when most people talk about it, they're probably thinking about some kind of instant punishment. But that's not my experience. My experience, it took me a long time to recognize this. I'll just tell you a little story. My husband was getting really angry about something, probably about his computer. That's what he mostly gets angry, and swearing at his computer. And I can't stand it when he swears, when he swears, and he gets so angry. And so I, feeling very self-righteous, was getting really angry with him for being angry with his computer. But I felt that I was completely right to be angry with him and that he was doing something completely wrong. And one day I looked at myself and I thought, oh my goodness, Sarah, the minute he's angry, you get angry too. And I started to observe more and more. And I noticed that whenever I have a judgment of somebody else, I am behaving exactly the same as them, precisely in the same moment. And it was so shocking because even I'd done years of personal development already and I'd never noticed. I never hear people talk about this.
it's quite fascinating when you really look at yourself, how much you do the things that you judge other people for doing. Yes. Так вот, на вопрос о мгновенной карме она говорит, что большинство людей, это вот из серии, когда вы делаете что-то, тут же происходит какое-то негативное событие в вашей жизни, и кто-то вам может сказать, ну вот потому что ты там сделал вот то-то, вот тут же тебе упал кирпич на голову. Она говорит, на самом деле из моего опыта это совершенно не об этом, а это как раз о том, что очень часто мы забываем вообще наблюдать за самими собой, за нашими реакциями и через правильный фильтр на них смотреть. Она приводит пример своего супруга, который, например, периодически может вспылить в отношении там какой-нибудь своей там оргтехники типа компьютера, и вот он начинает злиться, что-то не работает, он начинает наполняться этой энергией негатива, он может начать там ругаться на этот компьютер, и в этот момент она из абсолютного чувства такого как бы праведности и справедливости и, в общем-то, определенного осуждения в отношении него, что, ну, мол, вот я тут с этой стороны понимаю, что ты не прав, что так нельзя себя вести по отношению там, к компьютеру, нельзя так реагировать, и что это все очень раздуто, она начинает наполняться определенным раздражением по отношению к нему, но исходя из своей как бы якобы правильности, да, что вот ее реакция верная, потому что она его пытается направить на путь истины. Но несмотря даже на годы работы со своей там энергией и с многочисленными практиками, она все равно попадает в эту ситуацию, но когда она в какой-то момент посмотрела на себя со стороны и сказала, да, но, внимание, я сейчас делаю абсолютно то же самое, что делает этот человек. Вот он сейчас злится на этот компьютер там по какой-то своей причине, а я по причине якобы правильности злюсь на него. И вот эта мгновенная карма того, когда мы наполняемся той же самой энергией, которую человек там, в данном случае отправляет не на нас, а куда-то еще, но это все о том же, что чем наполняются люди вокруг нас, тем наполняемся и мы неизбежно. И это, опять же, вопрос выбора, хотим ли мы это делать или нет, потому что это неминуемо, мы можем это остановить и сказать, нет, я не буду впадать в это состояние, не буду его осуждать, я не буду раздражаться, я просто могу там созерцать, наблюдать как угодно, могу там, наоборот, проявить к нему какое-то, протянуть ему руку помощи или просто его не трогать в этот момент, но не испытывать ту же самую эмоцию. I'd like to give one example, which is a bit of a strong example, but I feel that it's really valuable to share it. So I was working with a woman who had a very difficult relationship, and her husband, he wasn't actually violent with her, but she was scared of him because he would get so angry with her, he would punch holes in the wall or smash her computer. So there was a lot of violence there. And I think many people can relate to this kind of situation. And I was looking at her, and she was the sweetest, softest woman you can possibly imagine. And when she was working, she did the best for everybody. She loved all her friends. She loved tiny animals. She loved the garden. She was one of those really, really soft, loving people. And I was looking at her, and it's like, why is this happening to her? And then I realized, because with all that love and sweetness and softness, the way she treated herself, she was so depressed, and she thought she was depressed because of her husband. But actually, even before she got married, she'd tried to take her own life. So she had this extreme violence towards herself. Now, obviously, she was very unhappy. There were many situations there, but fundamentally, you know, when we hate life or hate ourselves so much that we want to hurt ourselves, that is actually a really violent energy. So, I mean, I understand, and I really felt for her. It was a very challenging situation, but I just wanted her to see that she could love herself in the way that she was so capable of loving other people. And that if she could get that, her whole situation would change, because once you have that love within yourself, that is reflected back to you from people around you. So this is actually a path to experience more and more love from other people as well as from within yourself. But it all starts with you. Thank you for that. Actually, I think that's a brilliant example.
Сара привела еще один пример, который, я считаю, вообще идеально подходит к 99% населения, потому что если убрать контекст, в принципе, это то, что происходит, ну, фактически с каждым из нас в тот или иной момент. Пример заключался в том, что она работала с женщиной, которая обратилась к ней по вопросу, что вот у нее очень сложные отношения с мужем, потому что хоть непосредственно как-то физическим образом он ее там не бьет, никак не третирует, но у него бывают вспышки гнева, очень такая как бы ситуация острого на грани насилия, когда он может там пробить кулаком дырку в стене или там разгромить ее компьютер или там что-то еще в доме, и она чувствовала себя постоянно не в безопасности и, в общем, в какой-то момент начала просто испытывать к нему большой страх. И она обратилась с этим вопросом к Саре, и Сара смотрела на нее и думала: боже, ну вот эта женщина, конкретно она, да, один из там самых милых и безобидных людей, которых она когда-либо встречала. Человек, который, ну чрезвычайно мягкого характера, очень покладистый, наполненный любовью по отношению не просто к окружающим людям, но и к окружающей природе, к самым там маленьким, не знаю, божьим коровкам в своем саду. То есть вот человек абсолютно мягкого, такого покладистого формата. Почему же этот такой человек проживает в своей жизни вот такую реальность и испытывает такие стрессовые ситуации со стороны своего мужа? Да? Чем это обусловлено? Чем больше они работали, тем больше Сара получала эту полную картинку того, что на самом деле в ее жизни у этой женщины ровно такое же отношение было по отношению к себе. Причем это отношение завело ее в глубокую депрессию, и в которой она пребывала еще до знакомства даже со своим мужем, потому что, как выяснилось, еще до замужества у нее были попытки самоубийства. То есть та самая энергия насилия, да, очень острая, очень такая ярко выраженная, была с ней уже по отношению к себе, потому что, в общем-то, испытывать к себе такую ненависть, да, которая доводит человека до желания взять свою собственную жизнь, да, и лишить себя жизни, это очень сильная энергия агрессии, насилия и ненависти по отношению к себе. И вот с этой энергией по отношению к себе эта женщина жила довольно долгое, продолжительное время, еще прежде чем она встретила этого человека, который просто начал ей зеркалить ее же внутреннее состояние и то, как она обращалась сама с собой. И в итоге Сара работала с ней в направлении того, чтобы перенаправить ее на то, чтобы ту любовь, которую этот человек, эта женщина абсолютно способна испытывать по отношению ко всем живым существам, да, и быть с ними настолько мягкой и окутывающей, носить на ручках, вот именно такое же отношение она попыталась привить ей через определенные там практики и шаги, чтобы эта женщина посмотрела на себя через эту призму, насколько она может себя саму точно так же носить на ручках, любить, холить или лелеять, и тогда окружающая действительность начнет зеркалить именно это отношение ее к себе. И так оно в итоге и получилось, потому что, как мы уже говорили про теорию зеркал, оно всегда так и работает. And what I want to make really clear is I'm not saying that she caused her husband's anger and aggression, which people will often think that I'm saying. He is absolutely responsible for his behavior, and he was causing harm by doing that. But what I am saying is that she has the capacity to love within her, and that if she can bring that to herself, it creates really quite beautiful change for people. And so it means that she's not just a victim. She has a power within herself to take responsibility, even in such a challenging situation. And I feel that it's really important that each one of us understands that part of it. Сара сделала еще одну очень важную оговорку о том, что многие люди, когда слышат вот такое рассуждение, да, что ну вот она к себе так относилась, и она таким образом в себе спровоцировала такую реальность. Многие в этом слышат как, что ну она сама виновата, да, то есть она вот еще, оказывается, она еще и теперь виновата, что вот у нее супруг такой, значит, агрессивный и так себя с ней ведет. Она подчеркивает, что это не вопрос того, что она сама виновата, да, и опять мы уходим в эту тему вины. Естественно, он несет ответственность за свои поступки и за свои действия, как и все мы. И он несет ответственность за то, что он выбирает поступать тем или иным образом по отношению, в частности, к своей жене. Но
в ней есть способность выбрать другое отношение по отношению к себе, да, по-другому начать относиться к себе. И вот эта власть, которая абсолютно в ее, так сказать, вот руках, это ее ответственность за то, как она может влиять на свое окружение и на свою реальность. Поэтому это не вопрос вины, это опять же вопрос ответственности, что каждый из нас, имея ту или иную ситуацию в своей жизни, мы в любой этой ситуации несем ответственность за то, как мы готовы ее поменять через проживание вот этих вот эмоций благодарности, принятия, прощения и в конечном счете любви. Вот это она хотела подчеркнуть, что это не вопрос того, что мы сами там виноваты в наших проблемах, а в том, что проблемы проблемами, но у нас у всех есть инструменты для того, чтобы себе изменить нашу конъюнктуру и больше не испытывать этих проблем. So really, if we would want to sum up everything that we're talking about, it's really about the power that each one of us has to transform life through love. It's about finding a way to love where it feels easier to blame or to feel guilty or to feel powerless or to feel all kinds of negative things. But if you can find that courage to love in the difficult situations, that's where something very remarkable happens in human life. It just seems to be what life is about. В заключение она просто сделала такое резюме о том, что по большому счету вот в нашей жизни вряд ли можно назвать что-то более важное, чем вот эта способность к трансформации, к пониманию этих вещей, о которых мы сегодня говорили, и что в конечном счете здесь наше проживание, наш опыт, он весь о любви и о том, что очень просто всегда уйти вот в это состояние ощущения либо себя виноватым, либо ощущение себя жертвой, либо наполнение вот этим вот каким-то язвительно-желчным состоянием агрессии, там, негатива и прочее, туда уйти очень легко. А для того, чтобы в обстоятельствах состояния негатива, да, когда мы проживаем какую-то тяжелую ситуацию, когда кто-то что-то сделал, что в принципе вызывает у нас болевые ощущения, вот в этой ситуации не скатиться в ощущение жертвы, не скатиться в ощущение негатива, не наполниться злом, а выбрать и проявить смелость, чтобы испытать вот это состояние любви, вот это, в общем-то, является ключевым для всех нас. И в этом моменте пробуждаются такие потоки, совершенно невообразимые и, можно сказать, даже волшебные для каждого из нас, которыми мы меняем столько пластов и кармических наших пластов, и просто вот той реальности, которая нас окружает, что по большому счету вот вся наша жизнь, она сводится именно к этому, к вот этим вот выборам, которые продвигают нас дальше, ставят на другие ступени и открывают перед нами совершенно иные двери. И мы перестаем ходить по вот этим каким-то очень таким достаточно посредственным, неприглядным кругам. Поэтому, да, это вот таким образом она хочет все это завершить, наш разговор сегодня, приведя к этой мысли о том, что все в итоге через проживание состояния любви. Мне это, кстати, пришло в голову сейчас, что есть хорошая песня по этой теме у музыканта по имени Ленни Кравиц, который поет песню, которая называется «Here to Love», о том, что мы здесь все для любви. I just said that in relation to what you just mentioned, I remember that Lenny Kravitz has a really good song on his album Raising Vibration that's actually called «Here to Love», which is basically about, you know, why we're here and why we're experiencing what we're experiencing. But yes. Cool. Okay, so I think that was fantastic, actually. I'm really happy that we had this chat. I think a lot of people will find a lot of answers just from, you know, the minutes that we've spent discussing something that some people take a lifetime to even kind of get on the border of the subject. So I think that was great. And I'm just going to let them know that we will announce
furthermore how and when the masterclass on the karma subject will happen, because I'm pretty sure a lot of people will be very interested in continuing exploring the subject on a more practical level, especially with you. But in any case, thank you very much for being with us today. And I'm pretty sure this is just the first of many interviews on many wonderful subjects that we will cover, because people are very, very eager to get to know these things and really live through them and experience them and kind of, just get to a better variance of themselves and have a better life in many, many forms and ways through such realizations like we had today, which is a very simple way of getting to know very difficult and complex things. So thank you for that. And once I finish the translation, then we will say goodbye. Well, can I say thank you too? Yes, of course. Go ahead. Thank you to you for inviting me. And also, I just want to say thank you because I really appreciate the interest that everybody has in learning about this. It's so important and so valuable. And so often people miss the point. So there's something very special happening in this community to have so much interest. I very much appreciate that. Yes, thank you. Я говорила, во-первых, я поблагодарила Сару за то, что она была сегодня с нами, и, в общем-то, уверена, что мы будем продолжать серию интервью с ней по самым разным топикам, потому что с Сарой можно говорить о многом и очень долго, и очень познавательно, особенно с учетом того, что мы покрываем такие комплексные и, в общем, непростые вещи достаточно таким простым и доступным языком в определенный там участок времени. Поэтому я ей сказала за это спасибо. То, что мы сегодня проговорили в теоретической части, мы дадим в виде такого мастер-класса более практического характера, о котором я скажу чуть позже, и об этом будут объявления через Stories в обоих профилях, поэтому следите за этими объявлениями. Сара со своей стороны тоже хотела выразить вам благодарность за то, что вы слушали это интервью. И главное, она хотела подчеркнуть, что для нее очень важно видеть, что целые большие, так сказать, сообщества, да, назовем их так, сейчас проявляют интерес к таким темам активно, потому что для нее, как для человека, который практикует, скажем так, энергетическое совершенствование, в общем-то, это будет звучать немножко пафосно, в общем, на уровне всего человечества, для нее это очень отрадно видеть, что такой интерес есть, и что он есть у такого огромного количества людей, и что люди воспринимают это с открытым сердцем, поэтому за это она вам всем очень благодарна. Я вам всем тоже очень благодарна, очень рада всех видеть, надеюсь, что это было полезно. Будем встречаться с ней еще неоднократно, а сейчас прощаемся. Всем отличного дня, недели и до связи. Thank you, Sarah, and I think we are done. Thank you. Bye, everyone. Всем пока-пока.